Всем привет! Меня зовут Анна Касьянова, и в этом видео я расскажу о том, что такое дизайн человека. Дизайн человека – это наука о дифференциации, о том, что каждый человек разный, каждый человек уникальный. Дизайн человека механически точно определяет ваши сильные качества, ваши сильные стороны, благодаря которым человек реализует свой потенциал. Дизайн человека – наука о том, что человек может реализовать свой потенциал, опираясь на свою стратегию, свой авторитет. Нас с детства всех учили принимать решения определенным способом, определенными правилами, опираясь на какие-то паттерны, которые также и их воспитывали. Воспитывали родители, воспитывал социум, воспитывало государство и так далее. То есть шаг за шагом человеку внушали, что он не может принимать решения сам. В поисках ответа человек начинает искать специалистов, чтобы помочь себе принять решение. Астрология, нумерология, таро, дизайн человека, психология, биология, психолог обращается ко всем специалистам, чтобы найти эту ниточку, чтобы сказали ему, как принимать решение, то есть снять с себя ответственность и переложить это на другого человека. Дизайн человека отвечает на вопрос «как?». Как принимать решения? Если сравнивать с другими знаниями, с другими науками, которые отвечают на вопрос, что делать человеку. Определенные шаги, определенные действия. Но зная эту технологию, зная эту инструкцию, человек все равно ищет вопрос, а как мне принимать решение? Человек делится на 4 типа. Тип – это самое большое различие между людьми. На энергетическом уровне, на психологическом уровне. Дизайн человека распределяет людей на 4 генетических типа. Первый – это проекторы. Проекторов около 20% населения. Проекторы – это вдохновители генераторов. Проекторы – это тот самый прожектор, который видит потенциал в других людях, в основном генераторов. Это не энергетический тип. У проектора нету такой мощной энергии, как у генераторов. Вы, наверное, замечаете за собой, за своими близкими людьми. Есть различия именно даже в энергетическом плане. Вторые – это генераторы, генетический тип генераторы. Это большая часть населения планеты, около 70%. Генераторы – это своего рода творцы. Это люди с творческими способностями, с творческим потенциалом. Это люди с огромной жизненной этой энергией, которую должны направлять именно в нужное русло. Дальше манифесторы. Манифесторы около 10% населения людей. Манифесторы – это инициаторы. Только 10% людей нужно инициировать. Нужно первыми делать шаг навстречу, первыми делать действия. 10% людей – это манифесторы. И зная свою особенность, можно легко маневрировать со своим генетическим типом. И 4-й тип – это рефлекторы. Рефлекторы – это отражатели, как зеркало. Они отражают, что происходит вокруг. Они отражают людей, они отражают весь мир. И благодаря этим способностям они выражают свои действия, собирая всю информацию, они выражают этот единственный какой-то главный козырь для населения, для людей, благодаря которым человек идет дальше в развитии. Подведем итог. Человек делится на 4 типа, на 4 генетических типа. Это проекторы, генераторы, рефлекторы и манифесторы. У каждого типа своя энергия, у каждого типа своя стратегия и авторитет, благодаря которым он опирается и принимает решения. Проекторы, манифесторы, генераторы и рефлекторы. Это самая главная часть в изучении дизайна человека, в изучении вообще самого человека, в разборе человека. Что такое стратегия? Стратегия – это энергетическое правило каждого типа, благодаря которым человек реализует свой потенциал. Стратегия у каждого генетического типа разная.
У проекторов это ждать приглашения. Ждать приглашения от человека, ждать приглашения от жизни, от ситуации. Не инициировать. Когда проектор инициирует, он встречает сопротивление. Если вы замечали в своей жизни, то, если вы проектор, то в любой ситуации, когда вы начинаете копаться в людях, то есть раздавать советы, вмешиваться в их личную жизнь, либо говорить, как ему нужно сделать, в особенности генераторам, то вы будете встречать сопротивление, да, то есть вас могут послать и не услышать вообще, что вы хотите донести. Проектор хорошо увидит потенциал в генераторах, да. Он может рассказать человеку, где его сильные стороны, и направить его в нужное русло. То есть здесь реально он видит этот потенциал. Но если он действует без запроса, то есть его не приглашали, то есть не сказали: «Привет, Аня, то есть расскажи мне про меня, как мне быть?» Тогда, да, если я буду рассказывать, то человек будет услышан, произойдет с ним вот это осознание. То есть он услышит свои вот эти шажочки, как ему достигнуть свой потенциал, реализовать то, что в нем вот это сидит, бурлит, то, что он хочет, на что он откликается. Но если меня никто не приглашает и не спрашивает мой совет, то как бы я бы ни говорила, не рассказывала какие-то шаги, меня не услышат. Проектор не услышит просто-напросто. Он встретит вот эту горечь того, что его не распознали и не дали ему подтверждения, не дали вот этот успех. И оперируя на этой стратегии, каждый раз, да, вмешиваться, инициируя, проектор не достигнет этот успех в своей жизни, и он будет такой вот, как горький ходить. Горький, и это будет чувствоваться. Все равно, общаясь с разными людьми, вы чувствуете энергию, которая находится рядом с ним. То есть что он излучает, то он и получает. Стратегия генератора – это откликаться миру. Генераторов большая часть населения, около 70%. Это творцы. Творцы всего, что мы видим сейчас в нашем мире. Всех зданий, всех реконструкций. Обращали ли вы внимание, когда задают вопрос: хочешь ты заниматься, допустим, фотографировать? И человек такой: нет, мне не нравится. Или наоборот: да. То есть это вот как бы не звучало на таких животных инстинктах, человек так устроен. То есть вот происходят вот эти вибрации: или не нравится. Нравится тебе этот человек, вот этот запах его, когда генератор встречает другого человека. То есть он подходит и к ним как бы сразу же определяется. Там: да, мне нравится. Или нет, не мое. И если человек не прислушивается к своей стратегии внутренней, а оперирует на внешнюю стратегию, которую ему давали извне, социум, то есть, посмотри, в принципе, если, давай посмотрим, то есть ум начинает уже опираться на то, чтобы принять решение. Но у него есть деньги, да, в принципе, можно же, да, с ним быть. У него есть деньги, там, машина, а ты к нему садишься, и он там, тебе не нравится, как он пахнет, тебе не нравится вообще как человек. И ты принимаешь решение, да, генератор, входит в эти отношения, и он будет получать вот это неудовлетворение. Даже сейчас маленький кусочек расскажу, о женщинах, которые не получают оргазмы. Нету проблем вообще в женщинах. Любая женщина, да любой человек, он получает оргазм. Главное, с кем? Правильно? И когда нет вот этого отклика у генераторов ни с чем человеком, то, естественно, он не получает удовлетворения от жизни. И он не будет получать удовлетворение ни в сексе, ни в работе, да нигде. Происходит вот это вот расстройство, происходит вот эта вот фрустрация. А у генераторов вообще самая классная аура. То есть, да, вот это энергетическое поле. Что такое, да, энергетическое поле? Это то состояние вокруг человека, в котором он может оперировать с людьми. То есть, находясь рядом с другим человеком, вы входите в его поле, да? Некоторые люди вообще не любят, когда к ним близко подходят. То есть, не входи в мое поле, не мешай мне. Это, скорее всего, манифесторы.
А у генераторов она такая обволакивающая, то есть к ним всем притягиваются, они такие все няшки, можно сказать. Они несут вот эту вот обволакивающую ауру, с ними хорошо, вот это удовлетворение. Но если генератор не удовлетворен, то с ним тоже будет плохо, то есть с ним не будет человек чувствовать себя удовлетворенно, получать вот этот кайф. Генераторам важно откликаться, то есть откликаться на любой запрос на человека и либо на ситуацию. Как откликаться на ситуацию? Ситуацию, которая пришла извне. То есть есть какое-то предложение, поехать провести какое-то мероприятие, человек откликнулся, поехал, и тогда, да, тогда реализовался его потенциал. А теперь о стратегии манифестор. Манифестор около 10% населения. Манифесторы – это люди, которым нужно инициировать. Их стратегия – инициировать. Вот только 10% людям, которым нужно инициировать для реализации своего потенциала, для поиска своего предназначения. Предназначение, сейчас распространенная вот эта фраза, да, поиск своего предназначения, но она реализуется из стратегии принятия решения. По-другому она не будет реализована в любом случае. И у манифесторов инициация, то есть инициировать. Инициировать отношения, инициировать устройство на работу, инициировать в бизнесе, инициировать в своем деле. И если манифестор будет следовать своей стратегии, если манифестор будет инициировать, то он здесь получит свою реализацию, свой потенциал того, что он наметил. И стратегия рефлекторов – это отражать. Отражать и плавно направлять людей в нужное русло. Рефлекторы – это отражатели всего мира, что происходит. И благодаря 1% населения людей происходят изменения в жизни. Они показывают, как все происходит в жизни на самом деле. И происходит уже трансформация, мутация человека. Стратегия рефлектора – это ждать полный цикл Луны, около 29 дней, для того, чтобы принять решение. Да, такая стратегия. Этим людям нужно больше времени, чтобы сделать осмысление своей жизни. И ни в коем случае не торопиться. И людям с такой стратегией нужно, в особенности важно, научиться принимать себя, осознавать и проживать свой дизайн. И в этом видео мы затронули маленький кусочек о том, что такое дизайн человека, и прикоснулись к стратегии каждого типа. Дизайн человека – обширная тема. Это достаточно большая наука о человеке, о детальном его разборе. И в следующем видео я расскажу вам о том, что такое определенные и неопределенные центры. Определенные – это зафиксированные качества в каждом человеке. То есть уже с рождения есть зафиксированные качества. И неопределенные центры, то есть не зафиксированные качества в человеке, в котором нет с рождения. И на что опирается ум в принятии решения. Всем спасибо, до новых встреч, пока-пока.